Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ребята, ну что, давайте уже подсуммируем, что произошло в Стамбуле. И не только в Стамбуле. Дело в том, что есть очень интересные новости. Это не совсем новости. Ну, короче говоря, сейчас до всего дойдем, и вы сами поймете, что происходит. Хотя, думаю, многие из вас и так все знали до этого. Итак, чем закончился Стамбул? Ожидаемо ничем. Как пишет сейчас агентство France Press, я не знаю, насколько это правда, но, по всей видимости, так оно и есть. Продолжения этих, господи, прости, переговоров не будет. И делегация Украины уезжает, делегация трупоедов из Швабрастана тоже уезжает к себе туда на болота. Вот. Разговаривать больше нечем. Встреча продолжалась менее 2 часов. Я, кстати, удивлен, что так долго. Вот. На встрече были озвучены хотелки, путинские хотелки. Делегация, вот это, господи, прости, вот этот Мединский и Шобла, ничего абсолютно обсуждать не были готовы. Просто выкатили кучу путинских хотелок. Абсолютно шизофренистические какие-то желания больного, сумасшедшего, этого тараканьевого, этого бункерного деда Плешивого. И, собственно говоря, после того, как им показали, где там курс русского военного корабля, делегация Швабрастана убыла вот как раз в том самом направлении. Все, больше я, в принципе, останавливался уже на том, что они хотят. Они хотят 4 области, ну, бред сумасшедшего, короче говоря. Пускай хотят дальше, хотелки, да, и готовы вести войну 20-летнюю, как они говорят, они когда-то вели против Швеции. На что им резонно, кстати, заметили, что вот если брать Великую Отечественную войну, так называемую, де-факто Вторую мировую, потому что никакой Великой Отечественной войны никогда в жизни не существовало, мы это все прекрасно знаем. Вот, это просто было выдумано из-за того, что Советский Союз 2 года воевал, извините, на стороне фашистской Германии, а потом еще 4 года против нее. Вот, пришлось выдумать Великую Отечественную войну. Да, но речь не об этом. Так вот, во время Второй мировой войны Советский Союз не проиграл только из-за помощи США. Это и коню понятно. А вот та самая шведская война, на которую так сильно упирают швабрастанцы, тут ситуация другая. Тоже они бы ее проиграли. Московиты, тогда, конечно же, не было никакой России. Московиты бы ее проиграли, если бы не помощь, правильно, Великобритании и Франции, которые им тогда помогли деньгами. И тогда они эту войну сдюжили, да. Так что то же самое, они бы ее тоже проиграли. То есть они умело смогли лавировать. Ну, сейчас в роли, как бы, скажите мне, в роли Франции, либо США, либо Великобритании выступает Северная Корея, но калибр не тот. Калибр совсем не тот, да. Калибр 170, да, снарядов у России к такому калибру нет. Это для... А что, так и есть, да. Так оно и есть. Итак, друзья мои, переговоры вот эти вот самые закончились абсолютно ничем, причем абсолютно ожидаемо. Дальше пошла реакция международного сообщества. Ну как пошла реакция международного сообщества? Реакцию Трампа на срыв переговоров с расистами мы пока не слышали, да? Не было ее. Он вчера только нес очередную пургу. Ну вот я даже не могу... Я не могу даже по-другому как-то сказать на то, что он говорит. Потому что он говорит один день одно, другой день другое, третий день третий, 20 пятниц на неделю. И комментировать слова этого человека, чтобы завтра комментировать что-то, что полностью противоречит тому, что он говорил сегодня, я пытался это прокомментировать, это глупость, правильно? То есть, ну, это невозможно комментировать. И тут скорее вопрос надо задать себе в другом. А почему он постоянно вот несет вот подобного рода лабуду? Вот почему? Что его спонукает к этому? И вот тут мы, ребятки, приходим к очень печальной информации, или печальной, но она очевидная, которую я сейчас до вас донесу, а вы относитесь к ней как угодно. Значит, перед ней я вам еще озвучу то, что сказала посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк. В принципе, очень порядочная женщина. И она была послом, назовите как угодно, да, не суть важно. Да, она была послом Соединенных Штатов Америки вот все время, 22, 23, 24 год. В принципе, выполняла свои обязанности с достоинством и с честью. И ничего я не могу сказать про нее плохого. Действительно, все было нормально. Но потом приходит кто? Правильно, товарищ Трамп приходит в Соединенных Штатах Америки. И помните вот этот вот
удивительный абсолютно пост Бриджит Бринг, ну, не похожий на все, что она писала до этого, после трагедии в Кривом Роге, когда путинские фашисты убили там детей. Помните, да? Она написала, что ракета убила войну, ракета неизвестно чья, посланная то ли с Альфа Центавра, то ли с Марса, то ли из Непала, а может из Буркина-Фасо. Непонятно, откуда прилетела ракета, убила детей, и все хватались за голову, говорили, боже, что это? Как она так могла? Вот, но она ушла в результате в отставку, этот посол, и сейчас она выступила и заявила, почему она ушла в отставку. То есть эта отставка не была инициирована из Вашингтона, а это была личная инициатива этого посла. Она оказалась честным человеком и порядочным, и написала следующее. Итак, Бриджит Бринт заявила, что покинула пост посла США в Украине из-за давления со стороны администрации Трампа на Киев. К сожалению, это уже сейчас перевожу по ходу то, что там написано. Это цитата, уж не обессудьте за перевод. К сожалению, от начала правления администрации Трампа политика была направлена на создание давления на жертву, то есть на Украину, а не на агрессора, Россию. Поэтому я больше не могла добросовестно проводить политику администрации и считаю своим долгом уйти в отставку. Конец цитаты. Ну вот перевод такой. Да, то есть она объяснила, почему она ушла в отставку, просто потому что Трамп нападает не на того. Я вам 1000 раз говорил, что в отношении к Путину Трамп вообще проявляет, ну, преступную мягкотелость с моей точки зрения. И вообще непонятно, как себя ведет, да? То есть оказывается давление, абсолютно права Бриджит Бринг, оказывается давление вместо агрессора, оказывается давление на жертву. Вот, агрессор получает еще до переговоров абсолютно все, о чем могла бы быть тема переговоров, то есть слито все. А потом он начинает о чем-то говорить. А, естественно, путинская шайка, получив еще до начала переговоров карт-бланш на все, что угодно, теперь показывает всем дули и ржет голосину. Да? Вот так как-то это получается. А теперь мы переходим к основному блюду, друзья мои. Основное блюдо следующее. Значит, ЦДФ. Это не какие-то шутки, это один из центральных каналов немецкого телевидения. Это одно из самых репутационных, скажем так, информационных агентств в Германии. Опубликовала очень интересное видео. Интервью с бывшим агентом ФБР. И там целое видеоисследование. Кому интересно, это видео внизу в описании к данному ролику. Я сейчас дам линк на YouTube. Там видео, к сожалению, по-немецки, но там запросто настраиваются титры на русском, на украинском, на любом, ну, как хотите, хоть на турецком языке, на какой вы предпочитаете. Можете послушать на вашем родном языке это дело, где утверждается прямым текстом, что Трамп и Маск были завербованы КГБ, их вели все время КГБисты, и, ну, они являются агентами КГБ. То есть, ну как еще? Это абсолютно шокирующее интервью. Посмотрел его, я вот сейчас тоже посмотрел, не полностью, честно я вам скажу, посмотрел, с переводом посмотрел, понятно. Посмотрел, значит, ну, действительно шокирует. То есть с точки зрения вот этих вот исследований и интервью с агентами ФБР и КГБ, которые там приводятся, ну, там доказывают, что Трамп и Маск действительно работают на Путина. Так они говорят. Вот. Ну, насколько это правда или нет, каждый из вас может, посмотрев вот это там полчаса, там больше, чем полчаса, минут 40, да, наверное. Посмотрев вот эту передачу, довольно, еще раз говорю, это шокирующая передача, довольно-таки пространная. Ну, каждый может составить свое впечатление о том, что там говорится. С моей точки зрения, ну, мягко говоря, шок. Хотя я и так знал, да, я где-то подозревал, но я не мог себе объяснить, как вот таким образом себя может вести президент великой страны. То он крутит попой направо-налево, не помню, как флюгер, да, туда-сюда, сюда-туда. Вот, ну а облизывание задницы Путина с утра до вечера, а потом с вечера до утра, это вообще необъяснимо. А наезд, понимаете, то есть что там идет, то есть что меня всегда возмущало и
повергало в уныние и в шок. Это наезд со стороны Трампа абсолютно на всех союзников. Посмотрите, Канада, Мексика, Тайвань, Украина — это вообще ненависть такая патологическая, да? Вот, Румыния, Германия, Великобритания, на всех наезд пошел вокруг, да? Я не всех перечислил, понятно, что там больше стран. Израилю еще перепадет. Увидите, увидите. Увидите, и Израилю тоже перепадет. Сейчас кто там в Израиле сильно радовался, что Трамп пришел к власти, вы еще Байдена будете вспоминать и плакать за ним кровавыми слезами. Не дай бог кровавыми, конечно, просто, чтобы, просто горючими слезами, скажем, так будет правильно выразиться, да? Вот, и я себя спрашиваю, ну, не мог он так вести, а Путина он выцеловывает с утра до вечера, ты понимаешь? И Маск то же самое. Более того, Маск совершал диверсию, помните, против Украины, когда наши дроны морские шли в Крым, и когда Маск просто оставил их без связи. А сейчас, ну, слава богу, мы переводим, по крайней мере, часть нашего оборудования на французскую компанию, там, на шведскую компанию и так далее, на разные другие компании, которые в состоянии обеспечить аналогичную Старлинку связь. Вот. И вот это исследование, вот это вот дослідження, это эффект разорвавшейся бомбы, с моей точки зрения, потому что, ну, знаете почему? Потому что оно логично. То есть, вот, как вам сказать, если допустить, что Трамп не является агентом КГБ, ну, тогда как бы получается, что все его действия нелогичны. Вот я не могу тогда объяснить его действий. Вообще не могу объяснить. То есть все, что он делает, тогда кажется нелогичным и непонятным. И, ну да, ну как это все можно объяснить? А если представить себе, что Трамп является, да, агентом КГБ, тогда все становится, тогда просто понятно абсолютно все его поведение, все то, что он делает, все его слова, все его вот эти вот вертихвостовские заявления, вот это все это позорище, которое он устроил, тогда это все становится на свои места, все выглядит логично. Тогда все понятно. И беспредельная наглость Путина. Вот сейчас, кстати, будет лакмусовая бумажка. Посмотрите. Сейчас, вот пару дней назад, Трамп говорил, писал, не просто говорил, он это написал, что вот Украина поедет в Турцию, проведет переговоры с Россией. Украина должна поехать в Турцию, должна провести переговоры с Россией, после чего весь мир, там Европа и Америка увидят, хочет ли Россия мира на самом деле. Нет, не хочет, уже все видно. Вот. И будут предприниматься конкретные действия. Сенатор Линдсей Грэм сказал, что будут 500% санкций на тех, кто поддерживает Россию там копейкой, да, кто у них что-то там покупает. А сегодня он уже там, вчера он точнее заявил, что без переговоров со мной ничего не будет. То есть он уже забыл о том, что он писал. Это ж написано было. Это нельзя уже вытереть. Уже оно все скопировано. И уже лежит на всех компьютерах. Все, нет, он без переговоров со мной вообще никуда не поедет. И вообще это ни о чем. Нормально, да? Вот посмотрим сейчас. Сегодня выступает Макрон и говорит, что Трамп, я уже, видите, хочу говорить Путина, а говорю Трамп. Оговорочка по Фрейду, да. Так вот, он говорит, что Путин фактически наплевал на все усилия Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Евросоюза, посреднические, которые призывали к мирному урегулированию, к немедленному прекращению огня. И ждем реакции Соединенных Штатов. Что скажет Трамп? И вот тут будет сразу понятно, если он начнет сейчас вертихвостить и рассказывать, что он когда-нибудь поедет к Путину, и он настолько великий и лучезарный, что вот после того, как он слетает на Луну вместе с Ким Чен Ыном, вот они вместе слетают на Луну, потом они спустятся с горящим хвостом, не задницей, с хвостом, на Землю, да, и после этого с Путиным они станут так вот втроем и поговорят, и все уладят. Вот, тогда никаких санкций в отношении России нельзя вводить, потому что переговоры, тогда все понятно. Тогда вот это интервью с агентами там, ФБР, оно, по всей видимости, является правдой, с моей точки зрения. Вот. Ну а если он просто скажет, ах ты ж гад такой, Путин, вот тебе луч санкций, так по самое некуда, чтоб цурки с тебя сыпались, ну тогда это интервью неправда. Ну, осталось. Или, знаете, что может еще произойти? Он вообще ничего не скажет. Он сделает вид, что ничего не произошло. А что произошло? Видите, как он вчера сказал? Какая делегация? Откуда делегация? Из России. А я ничего про это не знаю. Не. Какой? Я же вообще ничего не знаю.
Видел, как он съехал? Вот что-то мне кажется, что может быть и такая реакция. А я вообще ничего не знаю. А что, какой Стамбул? А что, они были в Стамбуле? Интересно как. Да? А кто их туда звал? И тут ему в морду тыкнуть неплохо бы его собственным постом в его собственной социальной сети. Или он уже его потер. Что скажете, друзья мои?